Всем привет! Сегодня на обзоре у часового мультитул от Nextool. Я все еще ищу замену для своего лазермана Squirt PS4. Замену, которая есть в продаже и производится. Этот мультитул не новый, но об этом чуть-чуть позже. Итак, модель Mini Flagship. Номер модельки NE20178. Материал используется 420 J1 и J2. Весит он 79 плюс-минус 5 грамм. Вы скажете, его делает Nextool, а я вам скажу, его делает компания BINOVA. Обратите внимание, потому что из этого складывается качество мультитулов. И так, давайте оценим, что же делает BINOVA. А вскрывать мы его будем моделькой F12. Это обновленная по материалам и немножечко по формам модель вот этого вот мультитула. Почему для начала нужно вскрыть вот этот? Потому что понять, что же обновили и был ли удобен тот мультитул, который был предшественником F12. Итак, вскрываем. Этой серии мультитулов у меня в обзорах, да и в руках, в общем-то, не было, поэтому впечатления будут оригинальные. Что же у нас в комплекте, кроме моего любимого несъедобного силикагеля? Конечно же, в комплекте идет инструкция, причем инструкция идет на 8 языках. То есть, если вы какой-то язык не знаете, то тут будет тот язык, который вы знаете. У него довольно оригинальная конструкция. Если честно, я таких пока еще ножей не встречал. Вернее, я их, конечно же, видел, но в руках не держал. Вижу атовизм первых моделей, это вот колечко. Ну, такое себе. Но зато вы можете прицепить его на ключи или, к примеру, на карабин, как делаю я. Так как в инструкции было написано плюс-минус 5 грамм, давайте узнаем, плюс все-таки или минус. Как оказывается, плюс 2 грамма, то есть у нас жирная комплектация. Проходил я с данным мультитулом больше недели. Изначально было предвзятое отношение, но походив буквально несколько дней, я к нему привык. Добавил вот такую вот клипсу, наверное, в мини-обзоре вы ее видели. Удобная штука, сделана из титана, стоит $1. Если какой-то именитый производитель делал, конечно, бы она стоила 20, но за один титановая клипса must have, очень удобно. На мой взгляд, она лучше, чем темляк, потому что можно прицепить на карман. В общем, кому интересно, ссылочку на нее закреплю. А вот сам нож, изначально он показался мне немножко великоватым для мини. Вот если, к примеру, будем сравнивать с моим лазерманом Squirt PS4, он, конечно же, поменьше. Но их, к сожалению, уже не выпускают. И цена на бэушки, в общем, лучше даже не смотреть. Проверим размер. Толщина 12,5 мм и длина чуть более чем 62 мм. По конструкции хочу сказать, что она очень хорошо продумана. Изначально она выглядит своеобразно. А когда начинаете пользоваться и запоминаете, где какой инструмент, становится удобно. Кстати, данный мультитул побывал уже в пару ремонтах. Ремонтировал развалившийся стул, хотя он был фактически новый, скобы вытаскивал. В общем, нормально он себя вел. От клея отмывается. И даже если вы максимально его запачкали, можете полностью разобрать, помыть, собрать, смазать и будет как новенький. Давайте начнем, как всегда, со странных инструментов. На мой взгляд, это открывашки и открывашки для банок. Кстати, сталь здесь используется 30 хром 13, она же 420 J2. Около 52-53 по Роквеллу у нее будет твердость, причем она используется и на ноже, и на открывачках, на всем, кроме корпуса. Корпус это 420 J1, она же 20 хром 13. 30 хром 13 это мартенситно-нержавеющая сталь, 0,3 углерода и 13 хрома. 20 хром 13 абсолютно то же самое, сталь магнитится, не боится воды, не боится некоторых кислых продуктов. Итак, хватит разговоров, давайте проверим вот этот инструмент. Специально для этого я нашел баночку. Но она, конечно же, будет с открывашкой, потому что без открывашки, честно говоря, можно найти, но сложно. Поэтому давайте проверим вот на такой баночке, будет ли она открываться с помощью этого инструмента. Если она будет открываться, то и другую вы сможете открыть. Внимательный зритель скажет: а ты ее переверни. А я ее перевернул. А здесь сделана такая фишка, что бортиков-то нету, специально, чтобы ставить друг на друга. И это практически во всех банках. Поэтому будем открывать вот таким вот способом. Да, это не совсем консерва, но с консервой она справится. На самом деле данный нож вот здесь вот тупой, с другой стороны у этого плюс он дальше не затупится. Если будет безвыходная ситуация, вам этот нож поможет. Давайте проверим открывашку. Ну тут, собственно, ничего интересного, она просто должна захватывать пробку. Если вам такой инструмент нужен, он рабочий. Часто ли я пользуюсь такими инструментами? Очень редко. Я даже не помню, когда последний раз я вскрывал консерву. Когда-то на рыбалке, это было очень давно, и, естественно, вскрывал викториноксом. Следующий инструмент у нас крестовая отвертка. Зачем производители наносят вот эти вот все выступы, я, честно говоря, не совсем понимаю. Логичнее сделать просто острые кромки, и они очень хорошо будут хватать как тонкие плоские, так и крестовые шурупы, винты. В общем, давайте проверим. Классический представитель таких шурупов — это детская игрушка. Давайте попробуем, открутим и закрутим. Неплохо подходит. Я, кстати, пробовал на разной технике. Если
ширина позволяет попасть, так сказать, добраться к самому шурупу, то вы его без проблем открутите. Если это будет вот такой вот саморез, все то же самое, отлично внутрь входит, отлично будет крутить. Там, где вы сможете по толщине подлезть, по шлицу, проблем не будет. И, кстати, на ней есть вот такой вот интересный номер. Это номер модели, я так понимаю, серийный номер данного изделия. Если это не так, напишите в комментариях. По фиксации. Фиксация в меру упругая. В общем, для таких небольших инструментов, на мой взгляд, вполне себе хватает. Промежуточной фиксации нету. Если вам нужно сделать усилие, просто делаете вот так вот. Конечно же, я начинаю не с основных инструментов, потому что их уже 10 раз все обозрели. И, кстати, если вы заметили, это F12. Следующий обзор будет сравнение. И мы сравним, стал ли он лучше или все равно есть какие-то компромиссы. А мы пока продолжаем, и у нас следующий инструмент это вот такой вот напильник. Так как здесь сталь все та же, то твердость, я думаю, будет абсолютно та же. Не уверен, что его сильнее закалили, хотя хочется верить, максимальная твердость где-то 56 по Роквеллу в этой стали. Будем надеяться, здесь 55-56. Итак, с одной стороны он идет в одну сторону с насечкой, с другой стороны с двухсторонней насечкой и есть пила. И кроме этого есть вот такая вот скошенная плоская отвертка. Это очень удачная форма, и я вам сейчас продемонстрирую, что она может, к примеру, откручивать и вот такие вот шурупы, и небольшие плоские винты она крутит. На той же детской игрушке вам нужно открутить как батарейный отсек, а здесь как раз пригождается вот такая вот плоская отвертка. Как маленькая крестовая, так и вот эта вот плоская, они сюда подходят. И этой вы открутите, наверное, большее количество винтов, потому что и плоский шлиц, и крестовой шлиц, в общем, все подходит. И, если честно, вот эта вот форма идеальна. Если хотите сделать еще более идеальной, можете его заузить, и тогда практически все вы ей сможете открутить. Хотя, с другой стороны, здесь есть уже узкая, поэтому оставим как есть. Отвертка получилась хорошая. А что по напильнику? Я проверял, ноготь он нормально запиливает. Если у вас заусенится, кроме ногтей, можно еще облой с пластиковых заготовок снимать. Давайте проверим на деревяшке. Вы звук слышите, а значит она пилит и делает хорошие пропилы. А давайте попробуем более лысой стороной. Пилит она немножечко слабее, и она как бы бегает в одну сторону, потому что насечки идут по диагонали в одну сторону. Зачем вот такой вот напильник нужен, я, честно говоря, вообще не понимаю. Лучше бы линейку разместили. При наличии вот такого двухстороннего, вот такой односторонний, на мой взгляд, особого смысла не имеет. Хотя, могу ошибаться, напишите, зачем вообще нужен такой напильник. Но кроме напильника, здесь же есть вот такая вот пила. И если вам нужно перепилить пластик, то вот такая вот пила вам может пригодиться. Металл, конечно, вы пилить не сможете, разве что алюминий. А вот пластик и дерево, она вполне себе хорошо пилит, вы звук слышите. Учитывая размер ножа, напильник хороший. Промежуточных фиксаций также нету. Защелкивается, кстати, с приятным щелчком. И остался еще один инструмент. Это нож. Он здесь классический, открывается ногтем. Если у вас ногтей нету, открывать будет проблемно. Сталь все та же, 30 хром 13. Давайте проверим остроту. Кстати, он уже был немножечко в работе, поэтому бывалый нож. Бумагу стружит, паракорд режет, причем фактически в один рез он его перерезает. Раз, раз. Сведение и острота у клинка хорошие, хотя размер, конечно же, маленький. Давайте размеряем. 42 мм приблизительно. Ничего серьезного, конечно же, от него ожидать не стоит, но, тем не менее, апельсинку вы почистить сможете, вскрыть кожуру, даже отрезать. Давайте проверим. Да, можно даже отрезать. И самое главное, если у вас что-то очень крупное застряло в зубе, можете выпилить вот такую вот громадную зубочистку. Кстати, давайте попробуем, насколько он режет. Так держать не очень удобно. Давайте придумаем какой-нибудь лайфхак. Ножницы здесь спрятаны. Получается хват во всю руку. Он, конечно, не для этой работы, но карандаш заточить вы сможете. Да, вот это вот его работа, заточить карандаш, а вот такие вот большие ветки стругать, это, конечно, не его. Если сильно надо, то можно, но не забывайте открывать ручку ножниц, вот так вот намного удобнее, потому что так он очень короткий и как-то неудобно получается держать, хотя ручка довольно толстая, но если вот так возьмете, то можно и пальцы порезать. Делаем вывод по клинку, клинок получился удачный. А вы скажете, не из-за этих инструментов покупается данный мультитул. И вы будете совершенно правы. Но мне хочется все инструменты показать так, как они есть. Если они рабочие, то, естественно, я говорю рабочие. Если они хреновые, говорю хреновые. Здесь хреновых пока нету. Единственное, что мне мозолит глаз, это вот это крепление, как-то оно простовато выглядит. А в остальном нож пока очень неплохо себя показывает. Давайте перейдем, конечно же, к ножницам.
Мне кажется, то, что некстуловцы разместили вот такие вот громадные ножницы, это и подкупает людей, которые берут данный мультитул. Потому что с мелкими ножницами полно мультитулов мелких, а вот с полноценными не так уж много. Ножницы подпружинены. Когда вы их сжимаете, в самом конце они немножко сведены в разные стороны. Это нам говорит о том, что они будут хорошо резать как в начале, так и в конце. Давайте проверим, конечно же, на салфетке. Вы спросите, почему на салфетке? А потому что бумагу режут любые ножницы, а салфетку режут только хорошие ножницы. Клипса немножко мешает работать ножницами. Остальным инструментам не мешает, а именно ножницам чуть-чуть мешает. Но это единственный толковый вариант, потому что вы можете положить их параллельно ручке и нормально резать. А если будете пользоваться всякими кольцами, будет не так удобно. Вот почему я советую брать меньшее кольцо. Оно не будет мешать при работе ножницами. Не будем отступать от темы, пробуем резать. Это очень тоненькая салфетка и, как вы видите, она режется просто отлично. Резать плотную бумагу, честно говоря, даже не интересно. Она в любом случае будет нормально резаться. Давайте лучше порежем паракорд. Паракорд режут, опять же, только хорошие ножницы. А если ножницы хорошо режут паракорд и папиросную бумагу, это отличные ножницы. А паракорд они режут, я вам скажу, давно так хорошо не резался паракорд. Кстати, они офигенно режут стяжки. Я ими перерезал уже буквально стяжек 20. Просто их разрезают отлично. Если вам нужны именно такие крепкие ножницы, которые режут все, кроме ногтей, однозначно рекомендую. Если кто-то режет ногти, напишите, будет даже интересно. И, конечно же, пассатижи. Пассатижи подпружинены, так же, как и ножницы. Очень такой приятный легкий ход. Я с помощью них вытаскивал скобы, нормально вытаскивают. Для такого размера пассатижи вполне себе крепко собраны. Надеюсь, вам видно, сведение пассатиж здесь на отличном уровне. Они могут и волосок дернуть, и тонкую салфеточку самым краешком. И можно захватывать любые объемы, сведены пассатижи отлично. Удобно ли ими работать? Да, удобно, потому что они подпружиненные. Что-то подкрутили, подтянули, оторвали, отпустили палец, они отстрельнули и дальше продолжаете работать. Как вы видите, также есть в данных пассатижах и кусачки, но кусачки, как вы видите, плотную бумагу не режут. Они в основном нужны для того, чтобы маленький гвоздик перекусить или, к примеру, проволоку. Давайте, кстати, попробуем. У меня тут один есть неживой Phillips, и он идеально подходит для таких экспериментов. Давайте попробуем перекусить вот такой вот довольно толстый провод. Класс! Класс! При наличии вот таких ножниц, если вам нужно перерезать такой провод, то просто берете ножницы и перерезаете. Пассатижи получились отличные. Единственная функция кусачек здесь, так, на среднем уровне, потому что они коротенькие, маленькие гвоздики. Я думаю, они без проблем будут кусать. Сейчас я это делать не буду, потому что у нас есть модель F12, и там мы уже сравним, как они кусают гвозди. Поэксплуатировав данный мультитул больше недели, скажу, что он получился. Инструментов, которые для галочки, здесь нет. Все инструменты выполняют свои функции. Конечно же, это отличные ножницы, хорошие пассатижи и, в общем, все инструменты, которые некстуловцы добавили в этот маленький мультитул, абсолютно рабочие, поэтому смело могу рекомендовать. Но не спешите покупать, потому что у нас на обзоре будет модель F12, а там некстуловцы прокачали модель Mini Flagship, поэтому лучше посмотреть обзор и уже выбирать новую модель, либо же чуть-чуть дешевле старую модель. Если вам нравится форма и видите по хорошей цене, можете смело брать даже эту модель. Никаких особых косяков не выявлено. Абсолютно функциональный маленький мультитул. Рекомендую.